Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, Таро расклад, коридор затмений с 25 марта по 8 апреля. Это весенний коридор затмений. Будет у нас еще осенью, но мы пока в контексте весеннего. И, конечно, будем реалистами, я всегда об этом говорю, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Это не тезис-план, это возможность допустить альтернативные варианты развития событий и себя, может быть, свои шаги просчитать на пару моментов вперед где-то так. Если мы говорим про коридор, есть вход, и это означает 25 марта лунное затмение в весах. По факту, что это для нас означает вообще? Это отказ. Отказ от того, что вы не хотите продолжать, самое главное. Не просто не можете, а уже не хотите. Какая-то история дошла, может быть, до предела. Или это будет означать по работе, или по вашему дальнейшему продвижению сложилась какая-то обстановка, или какая-то данность вас уже перестала, словно эмоционально цеплять, нравится, вам не хочется продолжать какое-то дело, вы хотите перемен. Для кого-то из вас это может означать в отношениях изменения, изжившие себя отношения, да, история любви, может быть, какая-то, которая начиналась хорошо, но как-то потом развивалась так себе. И вам захочется тоже больше ясности, больше определенности, чтобы не было подвешенного состояния. Для кого-то может проиграться вообще банально. Мы ведь словно корректируем реальность, отказываемся. И здесь вам захочется больше благополучия в контексте того, что вы захотите свое жилище сделать более комфортным, удобным. У кого-то совпадет, может быть, со временем ремонта. Или генеральная просто уборка. Это на самом деле работает. Мы меняем пространство, в последующем оно меняет нас. Мы ведь даже приходя домой, попадаем в другую атмосферу, с другой энергетикой, где нет тех вещей, которые напоминают о каких-то пережитых сложных ситуациях в жизни, или сложных событиях, или когда нас что-то разочаровывало, или, например, те вещи, которые мы выбрасываем как хлам уже, они отслужили свое, и пусть, может быть, они достаточно крепкие, но они уже не современные, морально устарели. Вот здесь тоже не стоит за это держаться. Действительно, очистить свое пространство для того, чтобы дышалось легче. И у каждого здесь будет по-своему. Может быть, для кого-то из вас избавление от вредных привычек такое тоже может проиграться. И 8 апреля, если мы говорим, это будет солнечное затмение, коридор заканчивается в знаке Овна. И мы другой вопрос себе задаем. Какую цену готов заплатить? Или на что я готов решиться, где-то себя, может быть, и ужать немножко, вот по части оздоровительных программ или какого-то спорта, или привычек, может быть, это может проиграться, или это ведь не только цена как материальная, да, какая-то. Имеется в виду, в какое дело я готов затратить больше времени, приложить больше энергии, какое творчество или направление собираюсь развивать, или какое дело я считаю перспективным, или что мне вообще нравится, в чем я себя вижу. Самые разные вопросы, но как будто нам придется эту самую реальность корректировать именно потому, что какая-то прежняя в чем-то история нас больше не устраивает, не вдохновляет, не зовет за собой, назовите как угодно. Ну, давайте мы посмотрим пока на эти недели, что нам скажут карты. И первые три карты – общий фон, ваше настроение, мои дорогие рыбы и рыбки, или, как мы говорим, где проиграются в какой сфере жизни судьбоносные события, с чем вы можете столкнуться. Три карты. И мы достанем еще три карты, мы их назовем, чем запомнится вам период коридора затмений. Мы их откроем в самом конце. Такой своеобразный итог подведем. Достанем две карты, чем вам придется заниматься или чему уделять больше внимания в период коридора затмений. Неожиданности периода возможны. Каков итог? Достанем тоже две карты. Итак, давайте будем узнавать, каков же общий фон, правда, решение. Туз жезлов – это импульс, может быть инсайт, может быть, как информация к вам приходит, которая вас направляет именно
в нужном русле, в каком-то контексте, или какая-то новость, или, может быть, знаете, как мне, вы осознаете, я всегда хотел заниматься чем-то конкретным, и теперь вы примете решение, именно вот я себя как будто хочу видеть в определенном амплуа, назовите это так, или с определенным имиджем, может быть. Кстати, смена имиджа в этот период, ох, как может проиграться для вас, для каждого из нас. И это, знаете, тоже своего рода, как ломка стереотипа. На вас люди смотрят и встречают-то нас по одежке. И вот здесь, чтобы меня люди воспринимали по-другому. Самый разный этот самый инсайт или ваше внутреннее решение, желание, и это побудительный мотив для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Или уйти, вот по карте Луна, как раз лунное затмение, от тех эмоций, которые меня дезорганизуют, как будто погружают меня вот в этот омут, и я не вижу какой-то реальности. Тут, скорее всего, будет выход из тех состояний, которые тянутся очень длительное время. И тут вы можете решиться на самые разные события или, если мы говорим, отказаться, кардинально пересмотреть свою жизнь, лишь бы не было вот такого глубокого погружение, когда я не вижу реальности. Вам больше реальности, мои дорогие рыбы и рыбки, захочется. Я не хочу в чем-то как будто ошибиться. Или я не хочу буквально соскользнуть на какие-то эмоции. И вы знаете, вообще у вас любой план, даже сумасшедший, мои дорогие, у вас как будто есть поддержка или друг, или это ваш близкий человек, любимый человек. Шестерка чаш – это те, которые нас любят, к нам относятся искренне. Правда? Это как и помощник, это как и верный, ну, тот человек, который ваши идеи разделяет или пытается вам помочь найти свой путь, или какое-то жизненное кредо, или отстроить направление, найти свой фарватер, по которому вы в дальнейшем будете продвигаться, и это вас как к самодостаточности приведет, или для начала выведет из вот этого своеобразного омута. Вот такая задача для вас: в чем-то не сомневаться, не погружаться в какую-то глубокую ненужную философию, хотя все-таки карта Луна выпадает, и здесь может быть, как вы уже осознаете, что да, сколько я тут не думай, надо как-то действовать. А с другой стороны, время от времени в эти недели коридора затмений вас еще может что-то тянуть. Все-таки Луна на нас, на всех дезорганизующе действует. Но у вас, мои дорогие рыбы и рыбки, совершенно иные задачи. Давайте мы посмотрим, чему вы будете уделять внимание. Вот все то, что я говорила, карта трансформации. Вот посмотрите, как удивительным образом художница изобразила 13-й старший аркан, как будто совершенно другие мысли, другие звезды, другое пространство. Может быть, переезд у кого-то. Вы задумаете, вы до этого робко мечтали об этом, а тут вы скажете: а почему нет? И невозможное будет возможным. Сама по себе трансформация в этот период. Может быть, и события в вашей жизни, которые вас прежде, знаете, несколько раз ставили в тупиковую ситуацию. Вот из этих тупиков и омутов захочется выйти. Почему? А потому что очень тяжело. Тяжело вот тащить какой-то груз на себе, когда иду словно в темноте, или занимаюсь теми вопросами, которые больше интересны кому-то, или я не про себя думаю, а для того, чтобы кому-то, может быть, было удобно, или я выполняю, может быть, по работе много обязанностей, но за это маловато получаю. Кто-то из вас может задуматься о личном деле, творчестве, развитии собственного ремесла или изучении новой профессии. Вот у каждого абсолютно своя трансформация, у кого-то и в личной жизни. Что ж это такое, чего меня используют? Правда, может быть, какие-то отношения уже, но настолько тяжелы, что вы себя видите как заложник какой-то ситуации, и вам захочется сбросить вот этот груз, передать те полномочия или те обязанности, мы говорим делегировать по этой карте, кто должен делать это, выполнять, как будто, а не вы, избавиться от того, что к вам как будто не относится, уделить внимание своей мечте, своей звезде. И у каждого свои методы, неожиданности. Ну вот у нас показаны трое, как будто сплетают светофор, да, обратите внимание. И уже последняя ниточка зеленого вот-вот загорается. Возможности, мои дорогие, к вам приходят. А знаете почему?
Потому что вот по пажу чаш я говорила только, что долго что-то или обдумывали, или рассуждали, может быть, философствовали, или долгое время где-то себе наступали на горло собственной песни, с кем-то соглашаясь. И вот по пажу чаш мы могли долго ждать, что что-то будет меняться. А нам говорят, а ничего меняться не будет, пока ты не примешь собственное решение, что я меняю себя, я меняю свой образ жизни, я вообще меняю направление. Вот мы когда направление изменим, тогда пространство, оно подстраивается, оно гибкое и под нашу цель или под то, что мы себе нарисовали в ментальности свой образ, может быть, где-то и имидж, происходят тоже, мои дорогие, изменения. Вот эта карта наивности или когда мы искренне верим в то, что как-то само может измениться в нашей жизни. Что я имею в виду? Измениться могут люди или измениться обстоятельства, а мы вроде бы как в бездействии сидим и ждем и думаем, что а я потом подключусь к какому-то вопросу, или, может быть, кто-то проявит ко мне интерес и предложат мне что-нибудь в плане даже работы, да, хотя у кого-то и личные отношения где-то в этом контексте могут проигрываться. И мы ведь так думаем. Искренне, вот у нас тут сердечко как будто, да, показано. Человек, который сидит, он ничего не делает. У него много мечты, у него много того, что он бы хотел осуществить. Или он думает, как бы было хорошо, если бы вот этот сосуд нам показан, да, как кубок такой своеобразный, был бы наполнен эмоциями, но при этом при всем иллюзорность, потому что изображена Хрюша, которая с крыльями летит. Не наделить конкретных людей теми качествами, которыми они не располагают. Не идеализировать тех, кто нам не придет на помощь. Самим где-то не обманываться, мои дорогие, даже пусть это чисто сердечно, от ваших действий будет зависеть ваше качество жизни. И вот если нам вот это состояние ожидания надоело, то мы идем вперед. Потому что так дальше продолжаться не может. И может быть где-то с учетом 13-го аркана не так все просто. Правда, наша жизнь меняется к лучшему в те моменты, когда она бывает наиболее как будто тяжеловата или темна. Это правда. Мы тогда совершаем очень важные поступки в своей жизни. Не тогда, когда у нас все хорошо и где-то спокойно, безоблачно. Да вот нет, это как раз в эпоху наших перемен происходит. Ну, наверное, так устроен человек. Каков же итог? Шикарный итог. Новое качество жизни. Самореализация. Это карта нового я, это карта императрицы. Так выглядит весь мир у ваших ног. Для кого-то, правда, будет переезд. Или вы будете продумывать какую-то свою стратегию с учебой, работой и желанием переместиться куда-то. Такое может быть. Для кого-то из вас в личной жизни я хочу ребенка. Вот, мои дорогие девочки, правда, какая-то история может быть, как новые отношения, которые завязались, и вполне вероятно, где-то по партнерским отношениям вот эти три карты могут как раз с учетом карты Луна и означать, что вы узнаете вы где-то в этот период, что я беременна, жду ребенка, и будете решать вопросы вашего дальнейшего, вашей дальнейшей жизни уже в паре, да, или что-то себе организовывать, свой быт, например, да, или оформлять отношения. Тут у каждого по-своему может быть. Но карта императрицы – это карта власти. Поэтому, мои дорогие рыбы и рыбки, хоть у вас и выпадает луна, хоть и четверка чаш, и где-то тяжеловато по десятке жезлов, но вы сейчас в сильной позиции, которую вы можете только усилить, приняв важное решение и согласившись на трансформацию. Все зависит от вас. Или вы словно окунетесь в этот омут эмоций, либо вы примете окончательное решение. И вот такой и будет итог. Для кого-то есть возможность, знаете, правда, вы этих продолжить как бы, да, вот эти иллюзорные мечты или думать, что человек откликнется. Человек откликнется. У кого-то это может означать недолговременные отношения, мои дорогие. По рыцарю чаш, да, приятные эмоции. Когда букетно-конфетный период, или какие-то новые знакомства, или вообще это хорошее настроение. Но карта не говорит о продолжительных отношениях. Поэтому, знаете, у кого уже сложились отношения, или когда вы знаете человека, или мы говорим про искренность в отношении вас, мои дорогие рыбы и рыбки,
тогда это новый переход на или переход на новый уровень уже отношений, смена статуса, мои дорогие, с учетом карты императрицы. А может быть, есть и те отношения, которые, сколько ты ни жди, перемен не будет. И свинья, которая с крыльями, хоть мы ее и представляем, она, увы, не полетит никуда. Вот будьте реалистами. Опять же, повторюсь, от ваших действий и от того, как вы умеете видеть ситуацию без пустых надежд или бесплодных ожиданий будет зависеть дальнейшее ваше продвижение. Но, тем не менее, рыцарь чаш в этом моменте нас приглашает порадоваться, чем-то вдохновиться. Иногда это новые знакомства тоже могут быть. Но карта говорит, не забегай вперед. Тебе тогда, может быть, человек послан для того, чтобы ты чем-то вдохновился, больше оптимизма впустил в свою жизнь. Радуйся этому моменту или научись радоваться. Давайте мы посмотрим, чем запомнится этот период. Вообще очень интересно, и у нас выпадает король Пентаклей. Это те люди, которые сделали себя сами. Это вот может быть как раз ваше решение. Я иду вперед, и я надеюсь сам на себя. И я подразумеваю вот это по королю Пентаклей, что обстоятельства будут все время меняться. Я не могу с точкой на это полагаться. Я не могу какой-то план себе составить и быть уверенным, что вот прямо точно так и будет, как я себе распланировал. Я готов скорректировать планы, чтобы моя цель осуществилась. Вот эти две карты очень отчетливо и ярко именно эту мысль пытаются до вас донести. Что же еще? Правда, у кого-то поездка, переезд, словно выбор правильного направления. Это карта мужества и заслуженного успеха. Вот так выглядит шестерка мечей. Посмотрите, словно вороны несут вот эту лодку и уже практически прибывает к берегу одна. И в этой колоде карт, я понимаю, у каждых народов меня смотрят люди из разных стран, но тем не менее ворон – это символ мудрости, долголетия. И тогда, когда мы какой-то путь осуществляем в одиночку, почему часто, и особенно в этой колоде, ворон как будто сопутствует одинокому путнику или сопутствует тем решениям, которые мы именно сами принимаем, без воздействия извне. И почему эта карта заслуженного успеха нам говорит о том, что нас впереди ждет успех, а потому что как раз мужества хватает идти вперед, или мужества хватает выйти из этого омута, который искажает реальность, мои дорогие. Правда, вас какой-то успех ждет, точно. Причем тот успех, который у вас на десятилетия. Все зависит от вашего решения. Карта «Звезда» – это одна из карт выбора правильного направления лет на 10-20, как по Плутону. И сейчас у нас Плутон в Водолее, он еще вернется в Козерог ненадолго, но окончательно переместится осенью уже в знак Водолея. И для вас это то время, когда вы самореализацию можете совершить. И у кого-то несколько карт, которые о возможном перемещении как раз и говорят. И вот эта карта, она говорит, что нарисуйте как будто ту картинку самого себя, кем бы вы всегда хотели видеть. Визуализация мечты – это очень важно. Она помогает нам получить то качество жизни, о котором мы мечтаем где-то в уголках своей души. Так вот, мысль, она материальна. И если мы создадим какой-то образ, или если мы создадим то качество жизни и словно его прочувствуем кожей, что же мы хотим получить? Поверьте, пространство откликается, предлагая нам какие-то новые варианты. И уж точно оно уводит от того, что не жизнеспособно. Будьте реалистами. Эта карта приглашает вас к какому-то успеху. Нам говорят, сияйте, как звезда, осуществи свою мечту, соверши то, на что ты прежде не мог решиться или долгое время себя откладывал на потом. Поверь, что да, придется приложить усилия. Это не есть какой-то успех, который быстрый происходит. Нет, тут происходит еще и от того, что мы, если как по солнечному затмению в знаке Овен, какую-то цену должны заплатить, сделать, иными словами, над собой какое-то усилие. Усилие всегда предполагает, что, где-то мы себя в рамки какие-то сами ставим. Заметьте, именно сами, потому что мы понимаем, нам есть те моменты или, может быть, черты нашего характера, или, может быть, какие-то обстоятельства, которые нам нужно скорректировать. Нам не должно ничто мешать осуществить свою мечту.
И вот эта твердая уверенность. По крайней мере, у вас за период коридора затмений где-то к 8 апреля вы словно с чем-то определитесь. Не пропустите замечательный момент. Эти карты говорят о чем-то более продолжительном, успешном, удачном, интересном, лично для вас и о новом статусе. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.